начале 90-х спортбайки класса 400 кубических сантиметров считались настоящими ракетами для новичков и были очень популярными. А что же сейчас? Что нам предлагают производители в нынешнем 2022 году? К сожалению, в этом классе представлены всего 3 модели, 2 из которых назвать спортбайками можно с большой натяжкой. Но все же давайте рассмотрим их поподробнее. И начнет у нас Honda CBR 400R, которая была представлена в 2013 году в качестве внутрияпонской модификации Honda CBR 500R. Обе модели практически идентичны друг другу и отличаются лишь объемом двигателя. Двухцилиндровый мотор Honda CBR 400R уменьшил ход коленвала и увеличил степень сжатия. В итоге 399-кубовая инжекторная силовая установка выдает всего на 2 лошадиные силы меньше, чем 500-кубовая версия, а именно 46 лошадиных сил максимальной мощности при 9500 оборотов в минуту и 37 ньютон-метров крутящего момента при 7500. При снаряженной массе в 192 килограмма мотоцикл разгоняется от 0 до 100 около 7 секунд, максимальная скорость около 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 3,5 литра на 100 км пути. С 2022 года CBR 400R оснащается перевернутой вилкой Showa и двухдисковой передней тормозной системой, что делает его хоть немного похожим на настоящий спортбайк. Также ходят слухи, что в скором времени японцы должны представить версию Honda CBR 400RR, которая будет оснащаться 4-цилиндровым двигателем, как в старые добрые времена. Далее у нас идет Kawasaki Ninja 400, который пришел на смену Kawasaki Ninja 300 в 2018 году. Также эта модель заменила собой внутрияпонскую серию ER4 в разные годы, включающую в себя Naked Kawasaki ER4N и спортивно-туристические версии Kawasaki Ninja 400R. По сути, Ninja 400 является рестайлингом версии Ninja 400R, которая выпускалась с 2014 по 2017 год. А в 2019 году на базе Ninja 400 была построена модель Naked Kawasaki Z400. Сердцем Kawasaki Ninja 400, как и в случае с Honda CBR 400R, является рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 398 кубических сантиметров, который выдает 45 лошадиных сил максимальной мощности при 10 тысячах оборотов в минуту и 38 ньютон-метров крутящего момента при 8000. Благодаря меньшей, чем у CBR 400R снаряженной массе в 168 кг, от 0 до сотни байк разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость составляет около 190 км в час. Средний заявленный расход топлива 4 литра на 100 км пути. Подвеска простейшая, обычная нерегулируемая 41-мм передняя вилка и регулируемый по преднатягу моноамортизатор сзади. Тормозная система состоит из 310-мм диска с двухпоршневым суппортом спереди и 220-мм диска сзади.
заканчивает выпуск КТМ RC 390, который обновился в этом году. Этот спортбайк для начинающих отличается от двух предыдущих одноцилиндровым двигателем, который он получил от дорожника Duke 390. Давно и хорошо себя зарекомендовавший 373-кубовый мотор жидкостного охлаждения выдает 44 лошадиные силы максимальной мощности и 37 ньютон-метров крутящего момента. Несмотря на один цилиндр, RC390 является настоящим спортбайком и оснащается соответственно. Мотоцикл обладает наименьшим сухим весом в классе – 155 кг, благодаря чему от 0 до сотни байк разгоняется за 5 секунд. Однако максимальная скорость всего 180 км в час. Помимо пластика в стиле MotoGP, новое поколение получило и трехосевое устройство измерения инерции, с которым работают трекшн-контроль и наклонный ABS. Такого в этом классе еще не было. Регулируемая подвеска состоит из VP-компонентов. Это передняя перевернутая 43 мм вилка с ходом 150 мм и моноамортизатор сзади с ходом 120 мм. А вот поставить второй тормозной диск спереди производитель пожадничал, хотя в пару к одному 320 мм диску был установлен 4-поршневой суппорт. На таком спортбайке начинающему гонщику не стыдно выехать и на трек.